Предлагаю, друзья, пройтись по некоторым фактам ликвидированного Радигала, ликвидированного Трампом и события с нападением на Крокус. ИГИЛ напал на Крокус, как бы нас ни пытался разуверить в этом Следственный комитет Российской Федерации, сам ИГИЛ брал за это на себя ответственность. И сейчас ликвидирован тоже представитель ИГИЛ, и для российского, по крайней мере, зрителя русскоговорящего, и в принципе людей, которые интересуются данной страшной опасностью, наверное, будет полезно мои уточнения вот данные по поводу того, как это вообще внутри ИГИЛ работает, был ли связан вот тот, например, с нападением на Крокус. Дело даже не в самом Крокусе, соболезнования родным и близким пострадавших, погибших, да и в других делах действия подобной организации. Но как это устроено, да, то есть можно ли, ну и тем не менее, давайте так, как это все работает, связано, не связано, дай бог, чтобы это было вам на пользу, предупрежден, вооружен. Итак, поехали. Прямой, даже заметной или косвенной связи между ликвидированным, это африканское отделение ИГИЛ, с азиатским нету, но тем не менее разберемся. Итак, нападение на Крокус, это 22 марта 2024 года, это операция ИЗИСК, ИГИЛ Харасан, афгано-центральноазиатская ветвь, ну то, откуда сейчас в Россию, если кто-то не знает, где это, везут активно мигрантов под видом для работы. По миллиону в месяц завозят. Исполнители таджики, планирование и координация шли из Афганистана, Пакистана, Турции. Центральный ИГИЛ взял ответственность, но именно через сети ИЗИСК. Абу Беляль Аль-Майнуки, ликвидированный Трампом сейчас, нигерийский джихадист с 2015 года Боко Харам ИГИЛ курировал Западную Африку. Он возглавлял, в общем, офис генеральным директором провинций. Это административно-логистическая структура, координация провинции, финансирование, поставки в Африке, не занимался внешними операциями в Европе и России. Так что маловероятна связь, тем не менее, давайте попробуем понять, ну это же все-таки цельная структура или нет. И поэтому попробуем ответить на этот вопрос. Есть центральное руководство, так называемое КОРРЕ, и региональные офисы, вроде того, в котором был вот данный деятель, они координируют перераспределение ресурсов, делятся идеологией, естественно, но в практике финансирования операций это не жесткая вертикаль с общим котлом, а скорее сеть сильной автономии провинций. То есть вот такой прямой связи, скорее всего, нет, ну, понятное дело, что все равно это единая структура. Аль-Майнуки, вот данные, это региональный финансово-административный узел для Западной Африки и Сахеля. Он собирал деньги с ИГИЛ Западная Африка, перераспределяет части внутри Африки, в Сахель, Чад, Мали и так далее. Иногда отправляет вверх в ссоры. Деньги идут в основном на местные операции, оружие, зарплаты бойцам, логистику в регионе, целое государство, да, обратите внимание. Я поэтому часто говорю, государство официальные, вот государства, страны, да, и в них государство, это машина власти, они ничем не отличаются вот что от этих радикалов, что от мафии. Почему? То есть отличаются, но одним единственным, я об этом часто высказываюсь, тем легитимностью, признанием другими государствами, что они защищают народ, ну вот от таких форм, в принципе, системы, в которой тоже живут люди, которым тоже платят там и зарплаты, и уважение, и даже какие-то свои ордена. Да, разница в легитимности и западные ценности, либо тот, кто от них отказывается и говорит против меня весь коллективный Запад, тот, наверное, ближе к этим, да, или не знаю, либо сам уже должен объяснять, потому что сама суть системы, она везде одинаковая. Нет публичных данных, что его офис напрямую финансировал внешние операции в Европе и России. Теоретически пара баксов могу, то есть все равно же, да, то есть вообще никакого отношения не имеет. Или, ну как-то вот условно. Я почему это акцент еще на это поставлю? Потому что можно ли людям, которые, да, хотят справедливости, которых так или иначе коснулась беда в России, связанная с Крокус Сити Холл, Агаларов не судят, там не расследуют Следственный комитет, и про это даже какой смысл говорить. Можно ли, да, где-то внутренней душой поблагодарить Трампа за то, что он это сделал, имел ли вот этот участник одного из отделений африканских отношений, в принципе, хоть косвенно, кроме названия, и ценностям своим нравственным, ну, к конкретному нападению. Но, тем не менее, вот, да, могла ли финансирование от него хоть как-то попасть теоретически в финансирование нападения на Крокус? И, по идее, конечно же, могла.
деньги иногда текут вверх из Африки в ссоры, а вниз из ссоры в провинции. То есть перераспределение денег, ну как в любом государстве, вот в этом преступном государстве все так и происходит. И, конечно же, эти цепочки финансовые могли финансировать и нападение на Крокус. Сорос исторически переводил средства, и ЗИС, вот тот самый, который финансировал уже нападение на Крокус, сотни тысяч долларов в прошлые годы. Если часть африканских денег дошла до СОРы, ну это вот эти вертикали распределения, а потом в ВИЗИС, это косвенная цепочка длиной в несколько звеньев. Но это не более чем общая идеологическая и финансовая экосистема. Точно так же можно сказать, что любой донат в любую ячейку ИГИЛ косвенно поддерживает все остальные. Конкретных доказательств или даже подозрения по Аль-Майнуке и Крокусу ноль. Если бы они были, это бы всплыло в санкциях или расследованиях, особенно после самого нападения. Вот важное, вот с моей точки зрения, упоминание, что он не готовил и не финансировал, конечно же, Крокус напрямую или даже заметно косвенно. Это разные департаменты с разными приоритетами. Один — Африка, территория местной атаки, второй — внешние операции из Афганистана. Откуда завозят активно мигрантов, практически бесконтрольно пытаются все затащить в Россию, но народ пока еще из каких-то последних сил сопротивляется, боятся это прямо делать. Идеология общая, но ресурсы планированные сильно разные. Короче говоря, так, чтобы сказать, что финансировал нельзя, но то, что это единая система, единое вот это адское государство, ну для кого-то, для нас, для европейцев, которые любят жизнь, ценность, свою культуру, свою веру, адская, но вот эта адская машина, вот этой адской системы ИГИЛ, она нанесла удар. Но вот этот деятель прямого финансового участия, распределения туда не имел, он скорее такой, ну как местные, как чиновники в государстве, он там за один регион, есть какой-то другой регион. Вот он как бы другой регион, ну а дальше уже пишите со своей стороны, кажется ли вам, ну в общем, пишите, что думаете. И в очередной раз от меня слова, опять же, поддержки, слова соболезнования погибшим. Очень много погибло людей из-за Галаровых, потому что очень плохая противопожарная безопасность была, да, в общем-то, основная масса людей погибла именно из-за них. Из-за вот этих выходцев из Азербайджана, мусульманы такие они тоже, и они прекрасно себя чувствуют, их даже не допрашивали всерьез, там, ну, как-то они что-то прокомментировали разочек, поют песни какие-то, шоу устраивают, по-моему, уже хотят опять Крокус отстроить, то ли что-то развлекательное там сделать, ну, собственно говоря, делайте свои выводы. Увидимся, берегите себя.